Ребят, всем привет! Многие просят в комментариях показывать немножко бытовуху и так далее. Ну, вот я в данный момент нахожусь в Майране на заправке Эсса. У меня завтра выгрузка будет. И я иду в душ и постираю вещи. Там стиральная и сушильная машина. У меня с собой коробка куплена таблеток. Вещи я все собираю в пакет. Руками я ничего не стираю никогда. Всегда стараюсь найти стиральную машину. Вот, ну вот у меня за 3 недели, наверное, я уже насобирал пакет. Как раз добрался до стиралки. Постираю и постельное уже. И все остальное, времени много. Ну и заодно все это сразу сушишь, поэтому не надо ничего развешивать. Очень удобно. Вот вам бытовуха. Второй спальник. У меня тут такой бомжатник. Ну то я, конечно же, заехал в Систембалагет по дороге. Очень удобный магазинчик был. На остановке остановился, поэтому не было времени вам снимать что-то. И я просто в данный момент ищу шорты и не могу их найти. И в общем я давным-давно грожусь разложить все вещи по всем ящикам. То есть, да, сделать этот спальник пустой. Вот если вам интересно будет такое видео, так сказать, квест, разложи все вещи по ящикам, то я сделаю такое видео. Поэтому пишите в комментариях. Мне вот эта сейчас херня прямо в рот залетела. Вот она постоянно пшикает, когда я подношу лицо к ней. Вот это вот закон обязательно. Заправка в целом спокойная, но я здесь был всего лишь несколько раз в своей жизни. Так как-то выходило мне Майрана остаться редко. На 10 мест здесь грузовой паркинг, на 45 часов он. И покажу вам, так сказать, душ со стиралкой, как выглядит. Ну, собственно, душ. Подошел, заплатил 40 крон, это 4 евро. Стиралка, сушилка и душ. Здесь висит табличка, что чтобы была у вас вода горячая, нужно обратиться к оператору. То есть я сейчас включаю почти уже, ну точнее все, разделся, стал холодная вода течет. Думаю, ну зашибись. Хорошо, что взял с собой чистые вещи, потому что с себя все, что снял, я закинул в стиральную машину. Не пришлось мне голиком тут рассекать по заправке. Пока у меня стирается шматье, мне снять велик и съездить в магазин. Я, конечно же, в последний момент подумал о том, что мне нужно ехать в магазин. Мне что вначале съездить, потом в душ сходить. Но нет, я решил наоборот. То есть я так и не придумал никакое крепление. И просто подвязываю его ремнем. Плотно к кабине, чтобы ничего нигде не дребезжало и не протирало. И сейчас я уже смело могу его снимать вплоть до конца выходных. Я знаю точно, что у меня в прицепе будет под него место. То есть, когда места я знаю, что нету, я его цепляю за кабиной. Когда я знаю, что место будет, я его ничего с ним не делаю. Оставляю в прицепе. Купил я наконец-то смазку. Все запшикал. Поменял, кстати, да, камеру. Естественно, купил 2 камеры. На запас одну. Насосик себе купил. Где-то что-то в дорогу. Ну, в общем, уже в следующий раз буду подготовленный. И вот так он извлечен. Конечно, извлекать легче, чем его вешать. Ну, я бы не сказал, что сильно трудно вешать. Ну, минут, я не знаю, 5, наверное, это занимает. То есть перекручиваем руль, я снимаю одну педаль и его к стеночке. Так, ремешком перевязываю и стяжками, где что-то там ходит, болтается, связываю стяжками, и все, он шикарно висит. То есть, а места, где он соприкасается, я заклеиваю просто-напросто. У меня есть двухсторонний скотч широкий. Я широким скотчем это заклеиваю, дело, и красота. Итак, пока сушатся вещи, отправлюсь я в магазин.
угнаться. Я вообще, что хотел сказать, что на такие вещи, как стирка, душ, я никогда в жизни не экономил. И где бы я ни работал, в любых направлениях, я всегда находил стиралки. То есть, например, там во Франции есть возле торговых центров такие, как будки самообслуживания. Тоже можно искать, даже у меня даже, ну, на данный момент не сохранилось ничего, но у меня была целая даже такая карта, ну, где-то в интернете, на французском каком-то ресурсе, то есть одной фирмы, я скачал эту карту, и все эти стирки были указаны. Когда на Турцию работал, в Болгарии мы перецеплялись там, то есть, ну, тусовались очень часто на границе этой Капитана Андреева. Вот, и там барышня, которая у нас принимала солярку, у нее, ну, стиралка была, у нее можно было стираться. И вот, полувексель такой выходил иногда. Где-то наперед, то есть сдашь там, оставишь какую-то сумму на дальнейшей стирке, потому что, ну, не знаешь, какой там у тебя выйдет расход. Ну вот, так и жили, нормально. Я никогда не занимался там этой херней, там ведра, там еще что-то там. Вот эти вот полоскания, как выдумывают. Да нахер оно все надо. То есть я зарабатываю, это моя, как бы, ну, кусок моего расхода в рейсе. То есть еда, вот эти стирки, души, то есть это само собой. Я не парюсь. И вот сейчас я все выстираю, высушу тем более. Мне там жалко будет этих 5 евро. Даже если мне скажут за вторую стирку занести деньги, я их без проблем, то есть отдам. Вот, и в итоге там на 8 евро я весь чистый заново, как заново родившись. Так, ну я уже понял, что дорога у меня будет идти сейчас вниз, а это означает, что мне придется потом ехать вверх. В общем, не в нужное время я придумал сходить в душ. Как-то об этом я совсем не подумал. И, в общем, я иду в магазин, и по дороге я всегда хотел его снять поближе. Красивое место, в общем. Сейчас покажу вам. Итак, добрался до красивого места, но не учел одно, что сейчас у нас конец июля, и оно не такое красивое. А так, когда, конечно, разгар самый вот май, еще где-то июнь, то здесь круто, конечно, все это выглядит дело. Ну, а так у нас все, что осталось от мощного такого водопада. Ну, а мне где-то на магазин надо. А, вон, все, вижу магазин впереди у меня. Поеду. Ну и назад, конечно, горка у меня предстоит где-то около километра подъема вверх. В общем, повезло мне. Пойду, наверное, потом я еще раз в душ. Здесь такие рисунки я раздобыл. Ну-ка, кто это у нас? Ну, это из какого-то, какие-то персонажи из каких-то, наверное, мультиков, да, или откуда-то. Angry Birds, я так понимаю, здесь частично. И кто-то еще. И такое солнышко у нас. Смайлик. Все, велик спокойно ставлю, я даже не парюсь, что он куда-то денется. Потому что это Норвегия, тем более северная ее часть. Ну, я, конечно же, валет взял камеру, все хорошо, но не взял с собой главного, это рюкзака. Поэтому придется мне тянуть в руках то, что я куплю, точнее, вести в руках. Так, а задача у меня очень простая. Особо мне здесь покупать нечего. Цель у меня, так сказать, единственная. Это креветки. Так как время у меня есть до 9 утра, я спокойно могу еще попить пивка. Чуть-чуть. И креветок тоже чуть-чуть, а остальное уже завтра закуплюсь, так как морозильника нету. Завтра закуплюсь. И со спокойной душой поеду на выходные. Еще бывает такое, что не везде они бывают. Не в каждое время они есть. Что-то нет, наверное, все-таки они здесь есть. Вот 139 крон. Килограмм. Отлично, шикарно. Как я по ним соскучился. Большие креветки. Есть чищенные, есть... из башки вылетело, как они называются. И вот такие. Вот я беру в основном такие. Ну и бываю на поджарку покупаю все такие уже чищенные. Но вот эти самые вкусные. То есть, ну, в Беларуси в жизни таких не купишь. Вот, конечно, здесь немножко дороже выходит, но тоже цена, в принципе, 139 крон килограмм. Это отличная цена. То есть, считайте, 14 евро килограмм креветок, козырных креветок. Ну, раз мы уже в магазине, так сказать,
Вот вам цены на пиво. Пиво в Норвегии в магазинах продается нормальное, не как в Швеции, а ну, полноценное, полноградусное пиво. Ну и вот вам примерно цены. Это то же самое, грубо делите на 10, 34, вот 43, то есть 4,3 евро, 3,4 евро, там 4,6 евро. Ну вот в среднем, это за банку, ребята, это за банку. Ну, в Швеции, само собой, пиво в 2 раза дешевле, только единственное, что в специализированном магазине. Вот есть подешевле, самое дешевое, вот я нашел 29,90, то есть 3 евро за банку пива. Плюс еще не забывайте, вот будет 2 кроны вам добавлено за банку саму. Вот закуски есть такие к пиву. Ну, это, честно говоря, это полная херня. Я как-то покупал, но это того не стоит. Абсолютно, то есть я даже не знаю, что это. Ну, витаминная, тут омега-3, все дела. Какие-то ошметки счастья. В Норвегии также я покупаю влажные салфетки, выходит дешево. Ну и ребята многие везут домой памперсы. Здесь по очень хорошей цене ты можешь взять за один приход, где тут касса, то есть за одно посещение магазина ты можешь вытянуть 2 коробки. То есть я по ценам не скажу, но знаю, что точно что-то дешевле, чем вообще в любой стране мира. Также есть хлеб, продается. По утрам можно его успеть купить за 45 центов. Вкусный настоящий хлеб. Но его нужно быстро съедать, так как он быстро засыхает. Ну и быстро его разбирают. Арбузы, кстати, есть. Испанские. Ну что, велик никто, конечно же, не трогал. Как стоял, так и стоит. Ну что, отправляюсь я обратно. Так, друзья, идем на подъем. Вес груза у нас 1 килограмм креветок. Но идем нормально. Даже на целой 5-й передаче. В принципе, неплохо. Я что-то думал, более острее был спуск, казался, но довольно-таки плавный спуск и подъем тоже не сильно сложно. Байкеры в Норвегии тоже, их огромное количество летом. Так, ну я, конечно же, как вы поняли, добрался до стоянки. Вон пацаны релаксируют на стуле. Ну и я сейчас поставлю креветки, пойду смотреть, что у меня там происходит со стиркой, с сушилкой. То есть у меня одна партия стирается, вторая уже сушится. Что ж, вот вам все в одном видео. Готовка, там быт, все эти дела, стирки, закупка даже. Вот, кратко и по делу. Значит, сразу про баллон. Много было и комментариев, и где-то так разговоров по поводу там взрывов и так далее. И я скажу от себя. Ни один баллон никогда просто так не взрывается. Никогда. Значит, у меня баллон, естественно, не польский, как вы видите, по цвету. Польские все голубого цвета. У меня российский баллон. Ему уже очень много лет, и он исправно служит дальше. Утечек никаких нету, все отлично. Значит, как происходят взрывы? От утечки элементарной и от перекачки баллона. Вот это вот первый пункт, по которому взрываются баллоны и кабины. Перекачка баллона, тем более в летнее время. То есть на весь объем баллона заправляют максимально газ, подпаливают, и он просто вспыхивает. Нормальная тема. И он даже, знаете, когда он переполнен, он может даже пропускать газ. Ну, я так предполагаю, потому что давление чересчур на него выходит. Если вы будете соблюдать все меры безопасности с баллоном, у вас ничего никогда не произойдет. Плитка – это шляпа полная. На плитке вы нормально ничего не пожарите, ничего не сварите на выходных и так далее и тому подобное. То есть я баллоном пользуюсь столько лет, у меня проблем никаких с ним нету. И тем более у меня надежный баллон. Польские баллоны ненадежные. Но они у всех, и таких баллонов сейчас, как у меня, уже, наверное, не найти. Я даже не могу найти на него горелку. Долго искал, ну вообще нигде ничего не нашел. Вот она у меня как бы такая уже уставшая немножко, вот сама вот эта вот фигня, короче. Вот, собственно, канистра у меня с краником. Можно умыться. Кстати, надо будет воды пойти набрать. Вот. И время у меня еще полчаса, пока я будильник поставил просто. Пока сушится, то я еще успею сейчас отварить креветки и потом пойти поменять. Одни вещи забрать, а вторые закинуть в сушилку посушить. Вот. Ну вот, собственно, так и живем. И так живет как бы, большинство.
Вот. Ну, кто-то по-другому, кто-то ест бургеры, стирает в ведре. Хотя нет, наверное, те, кто стирает в ведре, они едят тупо макароны, может, ролики какие-нибудь и с пюрешками этими засыпными, то есть потом они где-то умирают в лет 50, вот, от всех, как бы, болезней. Я питаюсь нормально, стандартно, то есть все, чем я дома питаюсь, обычной домашней едой, здесь я тоже ей питаюсь. Да, конечно, там нету там руками слепленных котлет, но, опять-таки, если заморочиться, то можно и это даже сделать. Борщ можно сварить, там, другие супы тоже можно сварить, то есть все, что ты хочешь себе, ты все можешь приготовить без проблем. Времени в Скандинавии хватает готовить и днем, и в выходные подавно. Вот, как-то так, друзья. Пишите ваши вопросы, буду рад на них ответить. Всем пока. Бонусом вам, как отдыхает молодежь Норвегии. Это по всей Норвегии одна и та же картина. Они любят собираться где-то примерно после 10 часов вечера, вот так вот друг к другу машинами становятся. Ну, то есть это кто повзрослее, так сказать. И вот такое вот у них развлечение. Так сказать.